Так, вот только, ну ладно. Давайте будем с вами разбираться. Добрый вечер, во-первых. Я еще не здоровалась, а вышла в эфир и не поздоровалась. Добрый вечер. Вот у красотки грустненькое настроение. Воспользуйтесь моим советом, и я думаю, настроение можно будет поправить. Даже если вы сейчас не знаете, что вас там радует, возбуждает, веселит и все тому подобное, экспериментируйте. Экспериментируйте, потому что если вы будете себя знать, вы будете управлять своим состоянием. Если вы не знаете себя, вашим состоянием может управлять кто угодно, даже погода. Ха-ха. Разве это правильно? Нет, конечно. Потому что когда вы управляете своим состоянием, вы хозяйка того, что происходит в вашей жизни. А когда кто-то, значит, рулит он. А вы это, как это, кукла-марионетка, которой вот на ниточках управляют. Я надеюсь, что вы не хотите быть марионетками, вы хотите быть женщинами, которыми восхищаются, которых ценят, которых любят, которых уважают и с которыми хотят рядом быть. Вперед, мои радости! У вас это получится, я больше чем уверена. Итак, поехали. Значит, что у нас сегодня за трансляция? Мы когда с вами встречались в субботу, я обещала ответить на вопросы, но на вопросы я не успела ответить. У нас трансляция перевалила за 2 часа. Я сегодня решила сделать дополнительную трансляцию, выделить свое время для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Имена барышень, кто оставил вопросы, называть не буду. Если вы в эфире, можете мне маякнуть, что это ваш вопрос. Я, может быть, задам вам вопросы и еще что-то там уточним, дополню. А если вы не в эфире, ну, будете слушать видео потом. Но я могу сказать сразу, ответы на вопросы будут полезны даже тем, кто не задавал. Потому что... Ну, вы сами разберетесь, почему. Ладно, не буду себе набивать цену. Сами поймете, что иногда посмотреть на чужой вопрос со стороны, и это дает вам опыт и знания для того, чтобы в своей жизни подобных ситуаций не допускать. Итак, вопрос звучит так. Как отучить мужа позволять себе периодически уходить жить к любовницам? Их любовницы во множественном числе. Вот что я скажу этой женщине. Я не знаю, есть ли она в эфире или нет, но можно было посочувствовать, можно было сказать, какой он, сука, этот муж вредный, как он так беспардонно себе позволяет обижать свою жену. Да, пригрозить любовницам смертной карой или смертным судом, но вопрос в другом. Сам вопрос, давайте я отвечу женщине, потому что мне плевать, если честно, на ее мужа. А поскольку меня спрашивает женщина, то отвечаю я именно женщине, как улучшить ее жизнь и сделать так, чтобы ей было лучше, а не ее мужу. И вот что, моя дорогая, я хочу вам сказать. Формулировка, вот как отучить мужа позволять себе периодически уходить к любовницам. У вас там нешуточные контры, я скажу, в семье. Я так смотрю, что у вас эмоции кипят разные. Догадываюсь по формулировкам, потому что она достаточно эмоциональная. И что неприятное в этой ситуации, формулировка с позиции сверху. То есть это не женщина, которая сидит и утирает рукавом слезы и сопли от того, что муж ушел. Отучить мужа, как кота шкодливого, как щенка, который писает где ни попадя, как ребенка, который забывает проситься на горшок. То есть, понимаете, формулировка с позиции сверху, получается, что да, мужик-то по бабам бегает, но вы там жизни ему, если не даете, то в душе вы против него кипите со страшной силой и считаете себя в разы лучше, чем он. Потому что равного нельзя отучивать, равно с равным можно договариваться. И еще один момент, который я вижу в вашем вопросе, это то, что лично для вас развод не вариант, а ситуация вас нешуточно выбешивает. И знаете, почему она вас выбешивает? Не потому, что он бегает на блядки, а потому что вы
в своей голове сравниваете себя с его любовницами и сравниваете себя не в свою пользу. Вот это такой вот самый-самый большой момент, который злит. И виноваты тогда все, и хочется придушить любого, потому что себя же не приглушишь. И вот этот вот очень важный момент нужно учитывать. Если в вашей жизни случилась такая штука, как загул мужчина налево, ну, то, что у вас нет взаимопонимания, то, что где-то вы как женщина, которая, как это сказать, дала обет своему мужу быть с ним всегда в любви и в радости, где-то вы так схалтурили немножко своими женскими обязанностями, может в постели, а может слишком увлеклись там, я не знаю, чем-то другим и переключили свое внимание с мужа. Обычно мужики вот на этой почве начинают подгуливать. Но я не знаю, из-за чего у вас, не разбиралась, говорю только то, что вижу о вас. И женщины начинают злиться, кто-то начинает воевать, а кто-то вот начинает сравнивать себя с его любовницами и выискивать, чем я ему не такая. И вот этот вот момент, потому что вы стоите сверху. Ему, чтобы с вами спать, пардон, ему, ну, то есть сверху вы в позиции мамы. Ему, чтобы с вами спать, надо чувствовать себя ребенком. На инцест он не готов, поэтому он сбегает на сторону. И либо вам нужно разобраться с тем, что вы из себя представляете, то есть сменить взгляд на себя, чтобы муж неожиданно вас другими глазами увидел, чтобы у вас появились шансы отношения освежить, в конце концов, чтобы у вас появился интерес к себе и к жизни. А мужчины на это всегда реагируют, потому что у женщины появляются совершенно другие ощущения. И что я могу сказать? Поскольку я отвечаю на вопросы, поскольку я веду программу для женщин, вот свою программу «Оцени свои активы», где бы вы точно изменили свой взгляд на себя, на свое представление о том, что вы, чем вы можете для него быть привлекательны, чем вы хороша, что у вас есть такого офигенного, за что вот можно потерять ради вас голову, даже если вы женаты уже много лет, вот это туда. Поэтому решайтесь, приходите, естественно, научитесь. Вот есть вот участницы программы «Оцени свои активы», и я вижу, извините, я вижу, как сейчас меняется их состояние, когда они проходят программу, и это того стоит, скажу вам серьезно. Я надеюсь, я ответила на вопрос. То есть обратите внимание на то, что вы думаете о себе, и на свое представление о себе. И вот этот вот очень важный момент, потому что когда вы меняете свое представление о себе, у вас совершенно по-другому начинают складываться отношения с вашими близкими, ваши отношения с даже с людьми, которые вот там, я не знаю, привыкли себя по-свински вести очень много лет или пользоваться вами. А тут вдруг что-то у них там в голове, эти шестеренки передернулись, и они начинают вести себя по-другому. Это происходит. Кому-то кажется, что это, ну, я не знаю, волшебство или магия. На самом деле, да, так работает механика взаимоотношений. Если меняемся мы, если меняется что-то внутри нас, меняется к нам отношение окружающих. И на самом деле, может быть, когда вы измените свое представление о себе, у вас пропадет вот это вот негативное сравнение себя с другими женщинами, потому что мужчина всегда чувствует, когда женщина в своей голове себя уже опустила слишком низко. Вот мужчина всегда это считывает, а мужчине хочется тянуться туда, повыше. И вот этот вот диссонанс, я заявляю на словах одно, а транслирую на эмоциях другое, он очень сильно приводит к тому, что мужчина видит этот разброс и начинает искать альтернативный вариант, где о себе думают не очень много, а из себя представляют, вернее, наоборот, о себе думают очень много, а на самом деле очень простые. И вот он пытается вот из этих вот двух матрешек слепить нечто целое, которое есть более-менее усредненным вариантом. Вот такая вот штука. Поэтому подумайте о себе, о том, что и как вы о себе думаете, что вы транслируете. Ну и желаю вам мудрости и счастья, естественно. Как же без этого? Так, следующий вопрос.
Я буду тут небольшую паузу делать между вопросами, чтобы вот четко не терялось, когда мы закончили с одним и начали другой. Следующий вопрос номер 2. Вот задававшая его барышня, это я точно знаю, она уже присутствует в эфире. Даже не знаю, как правильно сформулировать вопрос. Сейчас я встречаюсь с мужчиной, который оказался абсолютно уникальным в том, что упрекает меня за то, что я требую подарки, причем, по его мнению, дорогие. А если бы его любила по-настоящему, то ничего бы от него не надо было бы. Я высказываюсь периодически по поводу подарков, например, что даже на прошедшие праздники ничего мне не подарил, а он мне сказал, что все-таки ему за секс придется мне платить. Я разревелась. Получается, что я веду себя так, что ничего не стою. На самом деле, вот, Оль, ты здесь, я знаю это. Странная такая штука. Женщина просит подарки, именно просит подарки. Говорит о подарках, подари мне подарок, когда понимает, что сама понимает внутри себя, что слишком мало значит для своего мужчины. Что она для него в одной линейке, вот прости за сравнение, с зубной щеткой, с постельным бельем, с затасканной домашней футболкой. То есть вот я к этому привык, я этим пользуюсь, мне удобно. Вот это положение. То есть женщина четко понимает, что она для него не особенная какая-то, не самая-самая, не самая лучшая, а вот просто предмет домашнего обихода. Но так могло быть не изначально, а могло быть изначально, и она просто не заметила, ей просто нужны были очень сильно отношения, и она не заметила такого отношения потребительского к себе. Либо до этого предмета она сама себя опускает по разным причинам. То есть тут я вот сейчас гадать не берусь, но то, что ты в этом положении оказалась, я уточнила, чтобы четко было понятно. Вот ты сейчас сама говоришь, что да, это так. Но в этом случае просьба о подарке – это просьба к мужчине: опредметь меня, обозначь мое место в твоей жизни и покажи мне мою значимость для тебя. То есть вот такая вот штука, да? Покажи мне, что я стою в твоих глазах. И тут еще одна засада. Если мужчина привык относиться к женщине как к предмету обихода, в лоб его просить о подарке абсолютно бесполезно. У него точно есть внутри себя обесценивающее, обрати внимание, обесценивающее объяснение на этот счет. То есть объяснение, которое, если он тебе выдаст, вот как он тебе сказал, что еще пара вопросов, и я тебе за секс буду платить. То есть объяснение, которое еще больше опускает твою значимость, то есть тебя опустили уже ниже немножко, чем этот самый предметы обихода. Вот тебе вот сказали, вот на ступеньку ниже опустись еще. Чтобы тебе не было обидно, и чтобы ты понимала, почему мужчины все-таки не дарят подарок, да, ты выбрала, ты вот пишешь, что ты 4 года не встречалась ни с кем до него. Понимаешь, какая штука? Иногда одной остаться лучше, чем быть с таким. Это мое личное мнение, и потому что мужчина, который унижает, он убивает в женщине все хорошее, все самое классное. Почему мужчина не дарит подарки? Причин этому есть несколько. Во-первых, полезем глубоко в детство, да, мальчики ждут похвалы от мамы, мальчики ждут похвалы, признания, любви от мамы. Что происходит? Мальчик сделал какую-нибудь хрень в детском садике для мамы, принес, мама выкинула на помойку, даже спасибо не сказала, а может еще и в угол поставила за какую-то хрень. У мальчика слепилось в голове: делать подарки бабам плохо, они суки неблагодарные, все. Потом наложилось на другое. Он очень хотел понравиться в школе девочкам, девочки издевались, может быть, он сам был неказистым товарищем в детстве, девочки издевались по каким-то причинам, высмеивали
попытки его ухаживать, бабы сучки наглые. Потом подрос, появились, может быть, деньги, или денег все так же не было, а барышни говорили, что мы с тобой встречаться не будем, потому что у тебя ничего нет, и он сказал себе: все бабы сучки меркантильные, и поэтому и больше я не буду никому из них ничего дарить. И получается такая ситуация неприятная. Да, он может быть банальным жлобом вместе с тем, но либо у него травма, либо у него табу, либо жлоб – это навсегда, да. И что получается? Что, чтобы у него там впереди не было до тебя, ты за все это выгребаешь. Задай себе вопрос: а тебе оно надо? Вот быть крайней во всех этих ситуациях. Это раз. Можно ли от таких мужчин получать подарки? Гипотетически можно. Но есть в этом деле один нюанс. Подарки с этой же, вот тебе, он уже дарить ни под каким соусом не будет. У него нет никакой причины для того, чтобы поднимать твой статус за счет своих подарков. У него нет в этом потребности, нет в этом необходимости. Понимаешь, какая штука? То есть подарки он, может быть, когда-нибудь будет дарить другой женщине за то, что она будет другой, за то, что она сможет поднять его статус в его собственных глазах. Для того, чтобы победить или перебить кого-то, добиваясь ее, вот тогда он будет дарить подарки. Но если он с детства в этой травме, он всегда найдет повод для того, чтобы потом ее всех этих подарков лишить. Когда он узнает, какая она на самом деле, он в ней найдет 1000 причин разочароваться для того, чтобы снова быть неблагодарным. Мужчины меняются только в том случае, если очень сильно сами захотят. Иначе нет. Иначе нет. Диана, вопрос: а что делать, если все мужики такие? Я не знаю. Потому что я не умею читать ваши мысли, что вы подразумеваете под этим. Честно. Понятия не имею. Ставьте вопросы корректно, тогда, когда я их принимаю. И тогда у вас есть шанс, что я ваш вопрос практически вот на разбор возьму. Сейчас я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Оль, я понимаю, что я тебе не подсластила пилюлю, но мне кажется, лучше знать правду и понимать, в какой ситуации ты находишься, чем одевать розовые очки и говорить ля-ля-ля, все хорошо, а потом снова выгребать и снова сожалеть. Дай мне обратную связь. Не обязательно, я тебе уже говорила, здесь не обязательно ты виновата. Ты понимаешь, в чем дело? Не обязательно, могло сыграть еще что-то. Может быть, ты просто дала повод, что, можно и так, можно и так. Понимаешь, когда мужчина понимает, что он может напрягаться, если у вас уже есть секс, если вы живете вместе не расписанные, у мужика есть все. Если раньше дарил все, о чем ты просила, а сейчас перестал, тогда надо садиться и разбираться, с какого момента перестал, что произошло, садиться и разбираться подробно, что в то время происходило, копаться там, искать причины. Где-то ты либо как поступила как мама, которая плевать хотела на его подарки, на его поделки, либо поступила как девочки, которые где-то ударили по самолюбию, либо как те, которые сказали, что ты со своими деньгами, ой, фигня, вопрос, ты вообще ничего не значишь, показали пренебрежение. Где-то произошло обесценивание. То есть если раньше дарил, а потом резко перестал, вот этот момент, тогда на этот момент обрати внимание. Но всегда, вот еще раз говорю, если мужчина не дарит подарки, это вот женщина занимает в его жизни место в соответствии вот с домашней утварью. Просто помни.
По самолюбию ударила. Ну, теперь надо думать, как это, как вернуть вот это, то есть унижаться, извиняться, вот это не поможет. Видишь, ты сразу нашла вариант, уже хорошо. Это не поможет, но подумать, как это сделать, может быть, в процессе работы, в практикуме подумай, что можно сделать, потому что есть ситуации, вот еще раз объясняю, извинения здесь ни при чем. Извинения не работают. За удар по самолюбию мужчины мстят. Он тебя ударил по-другому. Ты его ударила в одно место, он тебя ударил в подарки. Он тебя опустил твою значимость. Может быть, сейчас после практикума у тебя получится чуть-чуть выровнять паритет, но там надо смотреть на ситуацию и выравнивать. Потому что, ну, видишь, ты вопрос поставила так, а на самом деле вот причина в другом. И как поставлен вопрос, так я и отвечаю. Я же не умею читать мысли на расстоянии. Хорошо, что разобрались. Но теперь ты знаешь, куда копать. Вообще, я не помню, у тебя ключ от мужских сердец есть или нет. Там эти моменты есть. Или, да, или практикум сделай, ключи от мужских сердец, или сделай, как я хочу. Вот или та программа. Вот или тот, или другой. И там есть инструменты для этого. Так, пошли дальше. Жила с мужчиной 8 лет. Расстались по моей инициативе. Ничего не делал для развития отношений, и это достало. Сейчас активно предлагает сойтись обратно. Я сомневаюсь в искренности его намерений. Вообще, меняются ли люди со временем? Он прям старается сейчас, но и выдвигает встречные требования. Не знаю, как мне поступить. 3 года уже не вместе. Как правильно себя вести? Смотрите, какая штука. Когда расстаются два партнера, каждый из них пытается найти альтернативные варианты, чтобы убедить себя в том, что у меня еще есть возможности лучше устроить свою судьбу. Если прошло 3 года, мужчина однозначно пытался что-то делать. Если не пытался, то значит ему точно ничего не светит. А если он теперь хочет вернуться обратно, значит он уже побегал, поискал лучшие варианты и их не нашел. Вот такая вот штука. То есть мужчины всегда ведут себя вот так. Если мужчина выдвигает встречные требования, то есть мы с тобой сойдемся, но у меня есть к тебе требования. Ты меня, как раньше, не проведешь. Если он такие требования выдвигает, тут такая штука. У себя в голове он себя считает точно выше по каким-то позициям, чем женщина, к которой он хочет вернуться. То есть он для себя не нашел лучше ее вариантов, но он себя для нее считает более выгодной партией, чем она для него. Понимаете? То есть он, ладно, хрен с тобой, давай уже, лень мне бегать, лень искать, фиг с тобой, буду я уже с тобой. То есть по такому принципу вот такие вот инициативы по возврату, они начинаются. И когда женщина не понимает, у нее возникает подозрение, что мужчина одумался, что мужчина готов к нормальным отношениям, что мужчина хочет, поменялся, и у них теперь все будет по-другому, а нифига, по-другому не будет. Потому что если мужчина на этом этапе, вместо того, чтобы доказывать женщине, что он достоин того, чтобы дать ему второй шанс, то есть он добивается ее, он считает ее по-прежнему для себя ценной. Если мужчина ставит встречные условия, когда они оба решили уже сойтись, тогда начинают обсуждать условия совместной жизни. Это разные вещи. А когда еще не принято у нее решение, а у него уже есть условия,
он точно знает для себя в голове, что он выше. И он всячески это транслирует женщине. Я тебя облагодетельствую, если подберу. Иди сюда, но на моих условиях. И что получится? Во-первых, он вернется, и он не будет идеальным, и не будет даже таким, какой он сейчас, пока вы с ним ведете переговоры. Как только вы начнете снова жить под одной крышей, его поведение тут же станет таким, обратите внимание, с какой точки он покинул отношения. Он начнет себе позволять все то, что тогда позволял. Он будет делать все то, что тогда делал. Он будет считать все то, что тогда считал. Он будет предъявлять те требования, которые тогда предъявлял, сочковать, как тогда сочковал, недоделывать, как недоделывал, игнорировать то, что игнорировал тогда, плюс те требования, которые он выдвигает сейчас. Вот такая вот хитрая схема обмана под видом «давай сойдемся». И что я могу сказать этой женщине? Если вы сейчас задумываетесь, сойтись, не сойтись, то ваши нынешние варианты выбора кавалеров тоже не ахти, по сути, потому что вы рассматриваете тот вариант, из которого вы ушли. Но возникает вопрос логичный. А нужно ли вам то, от чего вы отказались раньше? Вот теперь на заведомо невыгодных для вас условиях нужно ли вам это? Не на тех, что были раньше, а на сегодняшних, где вам еще сверху паровозом привалили требований. И что делать в этой ситуации? Ну, во-первых, чтобы у вас появились шансы, отношение к себе точно нужно менять. И когда вы измените отношение к себе, изменится не только ваше представление о себе и своих перспективах вообще на сегодняшний день, но когда поменяется ваше отношение к себе, изменится его взгляд на вас как на потенциальную партнершу. То есть либо он понимает, что условия диктовать он уже не так сильно может, потому что вы вдруг так резко стали хороша, или у вас какие-то появились активы, о которых он не подозревал, а вы теперь, вернее, он подозревал, но вы их не знали, а теперь вы о них знаете, и у него не получится их обесценить. То есть вот это вот то, что ваша смена представления о себе, это то, что позволит вам диктовать свои условия, и не просто их диктовать, а иметь гарантию, что он будет их соблюдать. Либо вы найдете себе более достойного партнера. То есть вот ситуация выглядит так. Решение, конечно, принимать вам, куда бежать, что с этим делать, но, знаете, вот это очень важный момент. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, он считает, что он для вас лакомый кусочек. Вопрос тут, как со мной лично поговорить. В описании каждого видео на моем канале, особенно вот видео все, которые появляются в течение вот 2019 года, есть ссылка на мой сайт. На сайте есть сбоку строчка, где в каталог моих товаров, тренингов, которые я провожу, программ, и там же есть ссылка на консультацию со мной в скайпе. Вот там на консультации в скайпе со мной можно лично поговорить. Еще иногда можно в комментарии под видео со мной поговорить. Я отвечу то, что я посчитаю нужным, но это будет очень коротко. Можно вот так, как воспользовались барышни моим предложением, задать вопросы. Они задали и сейчас получают на них вопросы. Но это не лично, это я отвечаю на вопросы так, как я их прочитала, как они были заданы. А если вы хотите поговорить со мной в скайпе, приходите на консультацию. Да, моя дорогая, бесплатно я не работаю. Бесплатно я не работаю. Следующий вопрос.
Обычная ситуация. Человек любит, может любить год и два, и к ногам твоим положить очень многое. Но как только ты ему на чувства отвечаешь, то его любовь куда-то испаряется. Что с этим делать? В принципе, понимаю, что инстинкт охотника удовлетворили, но, блин, держаться всю жизнь и не влюбляться трудно. Особенно, если человек действительно тебе подходит. А если не держаться, то потом обидно очень, что опять вот так закончилось. И вот что я могу сказать этой барышне? С одной стороны, она хочет любить, а с другой стороны, она себе запрещает. И получается, что вот мужчина ее добивался несколько лет. Но она влюбилась в него потом, попозже, через 3 года, из-за одолжения. Не сразу, а спустя какое-то время. То есть он настолько страстно бился башкой в стенку, которую она выстроила между собой и им, а она ходила и думала, ты мне нужен или нет, ну ладно, побейся тут, как мотылек об стеклышко, а я похожу, посмотрю, может быть, еще кого-нибудь найду. Не нашлось, ну ладно, фиг с тобой, задолбал ты меня, бился, убираю стенку, ну влюбилась я в тебя, ладно. И получается такая штука, я очень хорошо понимаю этого мужчину, если честно. При всем при том, что вот я всегда на стороне женщин, я сейчас объясню, почему я понимаю этого мужчину. Смотрите, чем дольше мы чего-то добиваемся, тем большую цену мы за это платим. Правда? Тем большую цену мы за это платим. Мы вкладываемся душой, временем, деньгами, я не знаю, там, здоровьем, чем угодно. И вот пока он добивался вас несколько лет, он заплатил охренеть какую цену в ожидании вашего ответа. Он его дождался, посмотрел на этот ответ, а он его не устроил. Он его не устроил, потому что у него фантазий много разгорается, у него надежд много, у него, ну, представлений, планов о том, что там должно быть, очень много. Понимаете? Иллюзий много. А раз с фактом столкнулся, и не то. Разочарование. И получается, что пока вы от его искр воспламенились, у него уже запал кончился. Все уже, бобик сдох, внутренний бобик. И у вас снова, как это, несовпадающие колебания. Раз, и вы не бьетесь в унисон, а вы бьетесь в диссонансе. И получается, что вы взлетели, а он уже упал. Все, обмяк. Пардон, давайте вернемся к физиологии. У мужика, если он возбудился, стоять бесконечно просто так не может. Вот когда он много вас добивается, он находится в состоянии возбуждения. Вы тут пришли и сказали: Ваня, я ваша навеки, как в мультике. А он уже все, у него уже не стоит. Внутри не стоит. И вот это самое печальное. Да, это больно, да, это неприятно. И в этой ситуации могу посоветовать вам лично, как женщине, одно – разобраться со своими эмоциями. Обратить внимание на то, как вы проявляете, о том, что вы себе разрешаете и не разрешаете, что вы сильно держите под контролем. Скорее всего, у вас в прошлом есть какое-то разочарование, где вы сильно вспыхнули, а вас осадили. Да, так бывает. Да в жизни много раз бывает. Мы хотим, теряем, получаем, снова теряем. Это нормально. Жизнь продолжается. И за то, что кто-то вас пнул, вы не должны расплачиваться. Вы не должны страдать, и следующий не должен страдать. А то, получается, пнул один, а другой мужчина расплачивается. Как только вы разберетесь со своими чувствами, обратите внимание на то, что происходит у вас, на что вы запретили себе чувствовать, где вы запретили себе проявлять эмоции. Вы посмотрите, во-первых, вы легче начнете замечать мужчин, которые вызывают у вас какие-то ответные эмоции, с которыми вы сразу чувствуете какую-то симпатию, искорку, вам хочется рядом с ними быть. Не «ну попроси меня хорошо», а наоборот, вот вам хочется с ними быть.
И когда вы себе вот это разрешите, снимете у себя запрет на проявление чувств, вам станет легче общаться с мужчинами. И тогда мужчины, с которыми вы будете совпадать в чувственных колебаниях, уже будут вам попадаться. И тогда вы сможете счастливо устроить свою судьбу. Вот такое мое вам ответное слово. Следующий вопрос. Мужчина радуется, когда я ему звоню, старается помочь, поднять настроение, говорит, что все хорошо, но сам не звонит. Сообщение читает и не отвечает. Вот такой вот вопрос. Кто помнит или может сказать, о чем это в вопросе, какая ситуация описана? Что девушка перепутала, женщина? Кто в субботу был на трансляции и слушал ее внимательно? О чем здесь вопрос? Что перепутано? Потому что явно девушка в смятении. Что с чем перепутала? Да, и эти лайки ставим. Хорошее воспитание? Нет, я говорила, я прям назвала 2 словами. А ну-ка вспоминайте, давайте, заставляйте быстренько в мозг, быстренько крутить эту катушку памяти. Бегом, 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 бегом. Нет, не поменяться ролями. Как это называется? 2 слова. Помните, я вам говорила, знаки внимания и проявление чувств. Так вот здесь откровенно знаки внимания. Мужчина проявляет знаки внимания. Он откликается на сигнал, посланный женщиной. Он готов помочь, если она попросит. То есть ты инициируешь, я откликаюсь. Такое вот затухающее колебание, как говорят физики. Ты инициируешь, я откликаюсь. Но ни в коем случае я не инициирую сам. Если мужчина сильно заинтересован, если мужчина хочет отношений с женщиной, хочет заполучить ее симпатию, мужчина всегда выступает инициатором. Первый, он активен. Если мужчина пассивен и откликается только, когда женщина инициирует общение, вы точно не та женщина, с которой он страстно хочет быть вместе. Вот такая вот штука. То есть обращать на него внимание, строить, ну, в смысле, обращать на него внимание как на потенциального кавалера, строить планы о том, что у вас могло бы быть с ним какое-то будущее, смысла не имеет. Смысла не имеет. Ваше общение находится в той фазе, где вы просто хорошие знакомые. Ну, плюс еще к этому он хорошо воспитан. Вот такая вот штука. Это даже не игра в одни ворота. Это, ну, у него нет интереса для того, чтобы ее добиваться. Нет интереса для того, чтобы его добиваться. А он хорошо воспитан, да, ты ему звонишь, он с тобой разговаривает, ты просишь помощи, да, конечно, я готов это самое. Здесь не в удобстве, они просто общаются. Здесь ни о каком использовании не идет речь. Вот в чем проблема. Тут девушка просто не может неверно истрактовать его, так сказать, поведение и сама накосячить, потому что она настроит себе, нафантазирует себе больших планов, и все это состроит большие надежды, а это закончится ничем, потому что основания у этого нету. Если бы они были, он бы уже откликнулся. Идем дальше. Встречаясь с женатым мужчиной, ты